Чистой воды дурдом эти индийские поезда. Чистой воды дурдом просто. Без людей вокруг вы не справитесь. Слава Иисусу в поезде. Оказалось, что мы не в том вагоне. Пришлось идти в другой вагон. Более того, оказалось, что мы не в том поезде. Пришлось идти в другой поезд. Спасибо мужчине в другом вагоне, который нам помог. Но, по-моему, этот поезд не сравнится с Чандигарским, потому что мы ехали на чем-то страшном. Потому что тот парень, царствие ему небесное, он умер. Но я не понимаю, в чем его проблема была, почему он нам забронировал поезд самый дешевый и класс, где едут все мужики в трусах. Притом это был мужской, видимо, вагон, где женщин не было вообще, были мужики в трусах. Потому что в нормальных обстоятельствах мужики бы не стали раздеваться и ходить при женщинах так. Пури выводы на сегодня: не путешествовать на короткие расстояния на поезде. Ой, второй вывод какой у меня был в голове, забыла. Были в отеле в Джодхпуре, так, Корсикан Хавели. Ну, выглядит миленько, очень даже уютненько. По крайней мере, ресепшн. Ой, а где все? Алло. Никого нет. Камеры с пустыми. Такие древние двери. Все, как я люблю. Опа. Они хотят, чтобы это место популяризировалось. Короче, этому зданию 200 лет. Два партнера, один с Корсики родом, один из Индии. Они выкупили это здание в 2002 году. И теперь после ковида они там пострадали, так как они только начали все делать. А сейчас они вот это место хотят... Короче, это дворец Махараджей. Представляешь? У меня аж мурашки. Вон. Мулика на камеру. Мама говорит, все, собирались в Джайсалмер. Она уже говорит, мы здесь останемся, никуда больше не поедем. Ну, отдохнуть. Дело в том, что я сюда приезжала только на мероприятие в Джодхпур, и мне всегда удавалось погулять по городу. Сейчас вот так вот нажимаешь, приближаешь и убавляешь так же. И мне всегда удавалось погулять по городу. Блин, камера вообще какая-то подстава, что такое. Мне всегда удавалось погулять по городу либо днем, либо посмотреть закат максимум. Сейчас мы приехали. И я всегда думала, как я могу увидеть ночной форт, как он горит ночью, как это все выглядит. С камерой беда. Как это все выглядит, в итоге получилось так, что мы оказались здесь как раз-таки вечером. Наш поезд сегодня опоздал на 2,5 часа, и мы можем видеть вот эту красоту. И я говорила Джодхпуру, я говорю, всему свое время, мне сколько раз звали здесь на экскурсии, и была возможность задержаться, пойти позже в отель, чтобы собраться на работу. Но я всегда говорила, что Джодхпур позже, и, пожалуйста, я сейчас оказалась здесь, и как раз появилась несколько дней для того, чтобы закрыть те гештальты, так сказать, незакрытые. Показываем балкон в Джодхпуре. Нормально снимаешь? Видно. Намасте, намашкар. Намаскар. Что-то раскидали. Картину сними. Балкон. Открывает дверь. Мама стала блогером. Куда не стучит? Балкон, конечно, очень жуткий, потому что справа прям можно там свалиться, когда пьяный приходишь. Ну да, кстати, я точно свалюсь. А так вообще комнатка, вот она. Обычная комната. Двери очень красивые. Очень обычная, вообще очень обычная. Самой тупой системы в мире индийской. Вот, Foreigner, видите? Indian Citizen 60 и Foreigner 200. Как мне это нравится вообще. И, блин, если у вас, кстати, лайфхак, если у вас есть какая-то карта студента, можете ее в фотошопе сделать, и вам будет 100 рупий. Блин, надо было взять свой студенческий для Индии гайд фри. Вон, можно гида взять. Но гид нам не нужен, потому что это не столь старое место. Индийской
этой коммерции. Кстати, это место было построено в 1928 году, начало строиться. И, что самое важное, владелец этого места, это не государственное, опять-таки, учреждение, этого места владелец компания Тадж, сеть отелей по всему миру. И, соответственно, не думаю, что они владеют только отелями, но и... Ну, пойдем там, я не знаю, как туда надо спускаться. Короче, это мировая самая большая резиденция. То есть резиденция принца, короля. Махарадж, кто это? Это король. И, соответственно, наследники, они до сих пор приезжают и останавливаются в этом месте. Наследники короля, в честь которого было построено это место. И... цена... в общем, часть этого дворца является отелем. Номера нормальные, обычные, средние, номера люкс. И часть является музеем. Но для туристов доступен просмотр комнат, просмотр музея. Также мы можем посмотреть, как выглядят комнаты отельной части этого здания. Вот. Цены начинаются от 78 тысяч за одну ночь. Но я думаю, что миллионом они не заканчиваются, если честно, если брать люкс номер. Так, мы заходим в музей. Вот Мейд Баван Пэлас, Хом Махараджа Гадж Сингха, а второго в Джайпуре. Марвар. Марвар — это Джайпур, до этого назывался Марваром. В общем, был сконструирован Махараджа Гадж Сингх вторым. И сейчас этот дворец, это дом его внука Махараджа Гадж Сингх II. Part of Luxury Hotel. Men's Grandeur. Ну и, соответственно, все его сыновья, внуки. Вот она, семья богачей, которая пирует. Вот люди живут, вот люди живут. Представляете, из поколения в поколение передавать миллиарды, передавать дворцы. Это вам не квартиру в Москве передать, а дворец. Просто. Мне нравятся эти интересно одетые мужчины местные. Ну вот это, возможно, он. А тут что-то... Да, 1903 из... Представляешь, я просто думаю о том, как их поколение из поколения они живут. Откуда у них эти деньги все, интересно? На чем они, это состояние? О, традиционное лечение деревенско-юридическим способом. Что-то здесь, собственно, для туристов-то ничего и не открыли особо-то посмотреть. О, вот это вот строение дворца. Короче, 18 ноября 1929 года Махараджа сам начал выкладывать этот дворец. Ну, он положил первый кирпич для создания этого дворца. И 3000 мужчин и женщин работали в Читар-Хилл, ну, то есть на этих холмах в течение 15 лет. Специальный поезд привозил массивные камни. Офигеть. Вот, блин, мажоры, а. Поезда у них специальные, камни привозили. Я, конечно, офигеваю. Ну, у меня, кстати, в детстве была такая игра. Мне нужно было домик строить из деревянных деталек. Ну, это, собственно, сам дворец. Для туристов доступна самая меньшая часть. А, нет, там еще есть выход куда-то. Ну, ладно.
семья. Какими-то лондонскими дизайнерами была дизайн, они создавали, какие-то ребята из Лондона, дизайн всей мебели. Я бы сейчас жила бы. Ой, это вся история. Ну-ка. Чучело леопарда. Это что, чучело крокодила? Нет. Нет, это не чучело, это... Хотя, может, они вот так сделали. Вон, ребенок с ними играется, с мертвыми, к сожалению. Ну все. Начались всякие прелести богатой жизни. А, это то, как он помогал. То, чем он был знаменит для общества. Поло. Кстати, игра в поло, это что? Я вот не помню. В поло. Это типа гольфа? Что такое поло? А, точно. Принц какой-то английский с ним сидит. Ну, короче, здесь ничего такого интересного, просто про жизнь. Блин, ну вырез глаз, конечно, меня поражает. Самая любимая часть тела — это глаза для меня, сори. И когда вот индийские мне глаза очень нравятся, у них очень красивые такие зауженные уголки глаз. Это вам... Ладно, я молчу. Сейчас оскорблю кого-нибудь опять. Стопки. А что они пили, интересно, из таких стаканов? Не особо отличается от нашего Саратов Хрусталь завода. Ну, понятно, что они курили. Нет, не может быть, откуда у них были сигареты. А, ну, в принципе, это классик. Это они обманывают. Хотя, может, этому бренду уже столько лет, в 1928 году. Сейчас продаются эти сигареты, классик. Ну, классик бренд. Это индийский бренд. Может быть, они с тех времен, конечно. Гармонь играет. Лошадь. Что они сюда такую лошадь поставили искусственно? Ну ладно, хорошо, хоть не чучело. Кстати, насчет женщин в их семье интересно, как была ситуация с тем, когда рождаются дочери. В Индии же, насколько известно, люди не любят, когда у них рождаются дочери, а в королевской семье это супер важно, чтобы родился сын, чтобы его потом короновать. А тут что-то не особо женщин я вижу на фотографиях. Небольшая дискриминация людей без денег, так сказать, отделили от основной массы тех, кто может позволить себе комнату от 78 тысяч рупий за ночь. Заходить туда нельзя. Мы можем быть опасны. Итак, дворец богачей. Ну, это резиденция. Ну да, она прям выглядит так, как резиденция. То есть сюда приезжают представители высших каст, так сказать. Короче, мы, как всегда, заходим там, где написано, что private property. Но мы на какое-то озеро идем, и здесь, получается, уже для тех, кто останавливается в отеле, для лакшери. Но куда арестуют? Они просто могут сказать, что нельзя, и все. Красотень. Такие новое место вам ждет Пури. В общем, мы тут гуляли по территории, вон там дворец. А здесь водятся совы, кстати, вон совы, я не знаю этих птиц. Westland bird, black winger plover, cattle egret, я даже не знаю, common teal, кот. Ни одной птицы не знаю, кроме совы. А сейчас мы идем на озеро, но оно, правда, не чистое, уже издалека видно, но все равно посмотрим хоть. Мамулик, а что, открыто? Да, наверное. Ой, тут что, кремируют, что ли? А я не удивлюсь. Меня смущает, что там водонапорная башня. О, новый вид. Открыла новый вид, не туристический, на Пэлас. Ну и грязь.
Что не выдаем в Индии, так, боже упаси, там просто даже палец окунуть. Что за грязь? Это он цветет, видимо. Уточки зато плавают. Мы в Джодхпуре, центр Джодхпура, там, где мы остановились, голубой город, там очень людно. Помойку снимают, только хотел сказать, мне так здесь нравится. Ну ладно, ой, смотри, сколько собак. Опять в каком-то магазине. Это шедевр, просто каждая деталь, каждый объект. Я говорю, что в Раджастане живут здесь прям происходит производство. Самые талантливые артисты живут в Раджастане, да и вообще в Индии. Я такого никогда в мире не видела. На каждый буквально квадратный метр какой-то магазин, каких-то эксклюзивных вещей. И дело в том, что это даже не они не копируют друг друга. Каждый предмет – это что-то новое, это относится к их культуре. Вот это вообще не их культура, там даже за Санта-Клаус стоит. То есть это их культура. Вот видите, есть ослики даже с английскими флагами. Походу, только есть разные другие. Слоны вообще, боже мой, это просто невероятно. Посмотрите, насколько у людей развито. Они живут в одном маленьком городе, но у них настолько развита креативность. Это вообще невероятное что-то, вообще невероятное. Каждый предмет индивидуален, каждый предмет неповторим. И никто не сможет повторить. То есть человек делает, сидит, вот, музыкальный Раджа. Человек сидит, это делает, и, естественно, ни один другой магазин не сделает того же самого, он сделает что-то другое, потому что это неповторимо. Пока я не забыла, едем в рикше, с мамой обсуждаем, что в Индии сейчас сезон свадеб, он идет целый месяц. И в этот месяц все индийцы путешествуют. Например, я нашла на каучсерфинге одного мужчину, и мы думали с ним встретиться в Джодхпуре, чтобы он нам все показал. Вот. И что узнала, что он отправляется сегодня в Амритсар, завтра он отправляется в Удайпур, а через 2 дня возвращается в Джодхпур, а потом куда-то опять отправляется. Я там. Вот. И это очень интересно, потому что... Это очень интересно, потому что индийцам, я говорю, нужно брать отпуска на целый месяц, так как целый месяц их родственники, друзья из разных штатов, из разных городов зовут на свадьбы, и те катаются туда-сюда просто целый месяц по свадьбам. Вы представляете, целый месяц пьянок, гулянок. Это как у нас Новый год, только, thank you so much, Данила, только длиной в целый месяц. Вот, поэтому все индийцы сейчас занимаются тем, что просто развлекаются, и так как у них есть такое, что они обязаны ходить на свадьбы. Пойдем лимонной воды возьмем, где он? Они не могут сказать нет, они ездят по этим, подожди, я видео записываю, они ездят по свадьбам, так как родственникам сказать нет нельзя, так же, как хорошим друзьям сказать нет тоже нельзя. Вот, очень интересный факт. This park is the name Mandor Park. Many years ago, when the English rules was going on in India before 1947, Okay. Mandor was the capital of Jodhpur. Короче, ага. That time we sent Marwar to all the Jodhpur, and the area was very big of Marwar, more than area of Switzerland and one more country are going on here in India. Okay. That time the Mandor was capital of the Marwar. Mandor, this place, Джодхпур. 1947. Это... Before English, when the English rules was going on in India. Because after 1947 we got the freedom. Да, после 1947 года, ну, они же были британской колонией, а потом они получили свободу, и это до 1947 года было королевством Марваром, вот Марвар. Marwar, yes. Marwar. M-A-R-W-A-R. What? No? Do you know about this? What is this? What? This one? This gold, like... It's a temple. It's a temple, окей, это храм. Храм такой маленький. It's a small temple. Actually, India is a country of the Hindu. This is the statue of Indian god and goddess. Ну да.
Shri Mahadevji. It's written there. Come here. I explain everything. Mahadevji means Lord Shiva. Lord Shiva. Yeah. Is it he? Sorry? Is it he? Yeah. Because Shiva always, like, I saw different face of Shiva. This is very different. Yeah, it's man. Means it's yes, he. Но Бог Кришна. Ну, в общем, в Раджастане у них в Джодхпуре свое видение богов, они выглядят совершенно по-другому. Шри Рамчандра, не знаю кто. Я тоже не слышала. It's a Surya, like sun. You know sun? Sun? Yeah, it's a sun. Его сын, Шри Сурья. Ну, This is the we don't know statue of about the him. sun. Actually, we accept to sun as a god. So, in our holy books, it's written, sun is also god, and the face of the Мама у нас сотворитель мира. Oh, he have 3-4 face. three faces. 3-4 face. Four. I think he has the 5 faces. Ну типа 5. Outside. He have 5. Он мне 5 говорит, да. Шри Мехаджи. Это, короче, какой-то воин. It's like it means from the like it's past and now it's become like Yes. through ages like новый герой. Короче, это аллея героев с самого начала. У нас аллея героев это будут какие-то военные люди, генералы, а у них военные герои начинаются еще с богов. Герои с богов. Шри Харбуджи. Ну, прикольно, конечно, они сделаны так массивно. Раджпуты все, Раджпуты это жители Раджастана, собственно, рыцари, воины. Да я записываю видео на YouTube. И они все поклоняются вот этой богине. Сейчас мы идем в то кафе, которое мне очень нравится. Это тоже, кстати, интересное. Ну потом. Итак. А сейчас будет долгая длинная лестница через чей-то дом. В этом кафе, обзор на форт. Второй день форта. Я думаю, да, 3 дня в Джодхпуре это уже too much, потому что сегодня салатик и бирьяни. Райт, он сказал, что придет.
красота. С утра мы пришли в ресторан. Вот так вот живут в Джодхпуре. Класс. Там вообще крыша открытая. Опа. Блин, какой же город красивый. Каждый сантиметр просто бесподобен и неповторим. Ого. Дворец. Ну, Харитаж, это же тоже, значит, старое, тоже отель. Старое здание какого-то махараджа, там, сына, внука, переделанное под отель. Так, а куда дальше? Уже обзор у нас другого ресторана. Класс, у всего есть. Класс, ну какая красотень, а? А здесь у нас Джасватада. Не работает система иностранца. Цена одинаковая. 50 рупий с человека. Hello. Место кремации семьи. Нет, ну а до сих пор здесь происходит. У него же потомки остались. Ну, Мандор – это столица Марвара, а Марвар – это у нас королевство, которое… Нет, не Раджастан, мамулик, ну что ты говоришь? Это бывший Джодхпур. Бывшее название Джодхпура. О, музычка играет. Ой. Место кремации потомков. Как его звали? Махараджа Сардар Сингджи. Но это здание было сделано, называется Тадж Махал оф Марвар. То есть это местный Тадж Махал, так сказать. Ну, Тадж Махал, же усыпальница. Ну, усыпальница. Но здесь никого не усыпляли, но здесь происходит пуджи при похоронах семьи королевской. Колючка. You can see our perfumery product. This is pure vegan. Yes, of course. There is no alcohol, no chemical, no animal related. Ну, он говорит, они делают парфюмы из вот этого дерева, которое называется кассия. Что там кассия, это же как… Да? Ну вот. Ну, давай зайдем посмотрим. Здесь можно 5 минут помедитировать бесплатно. Do we need to remove shoes? Yes, because if you are going there for the meditation, you need to open shoes. If you want to just for the visit, you don't need to open shoes. So, Okay, we visit and after I will come for meditation also. You just see this is fragrances and Ayurveda products, and these are our meditation room. Мгм. So it's 5 minutes. It's no charge. It's just for the knowing how to deal with yourself. It's very nice. based on aroma. Мгм. There's two aroma balance your two energy. Male and female, day and night, sun and moon, masculine, feminine energy. Understand? Yes, I know a little bit. Ну, он говорит, что это основывается на аромат, создание аромации основывается на двух энергиях, ночной и дневной, ну, как бы, чтобы создавать баланс. First, this is 10 flower fragrance. Give me your hand, like here. Smell your mama hand. This wood is the most expensive wood in the world.
О, This is liquid агарвуд. gold. Agarwood. It's just like a honey. It's very Такой необычный, ой, смотри. very strong. And Слушай, это как дорогой какой-то этот. and give me a hand like this. This is white wood, one. This is kasturi. Кастури? Ну, Kasturi не is кастури. a musk. Kasturi, you don't know? Кастор ойл? Yeah. Я, ну. This is hand. Так сейчас все смешается, наверное. Another hand. Ого, this is hard. Ну, тебе может понравиться такой. These two energy. Feminine and masculine energy. Я тоже никогда не понимаю. На кладбищах тоже фотографируются. Но это мемориалы людей, которых здесь кремировали. Ну, людей. Людьми их не хочется называть. Королей, наследников, величественных знатей. Вот, наверное, вот Блин, ну классно, мужик молодец, у него 100% продажи здесь вообще. Потому что после этой медитации невозможно не купить. Ты сидишь, вот это все вдыхаешь, он говорит: сейчас вдохните, запомните эти запахи. И у меня аж мурашки. Да что за медитация такая? 5 минут. Сколько бы я медитации не делала в жизни, я вообще спала на них. Когда я на випассане была, мне все время: пойдем туда сходим. Учитель говорил: что ты спишь? Я говорю: так я хочу спать, что делать? И я проспала себя на коленях. которая с тобой на медитации была, вернулась сейчас что-то опять. Кто? Да девка, вот, которая там на медитации тоже сидела. Передумала. Шла к нему, наверное. Обалденно. Ну, в общем, в этом саду они собирают растения, делают из них ароматы и делают различную косметику. Чай у них есть тоже. Ну, это, я так полагаю, это мемориалы, хотя не совсем похожи. Классно. Это что за травка, интересно? Не знаю. Не обидится на меня, если листочек оторву. Нет, это какая-то травка без запаха особенного. Увидели оборонную стену Марвара, так сказать. Даже Джодхпур мне хочется. Смотри, какая бабочка была красивая. Ты не видела? Вот она тянется вокруг всего города. Короли Ратхора, Марвара, раджпутской семьи. Вот и все их, собственно. Какие интересные. Да нет, я примерно. В общем, они было очень много. Но это все показаны, которые уже вон 1749, 1751, а современных нет. Это видно просто его мемориал. Видите, ну, видимо, это основной мемориал основного, кто создал это. Махараджа Джасвант Синг. Все на своей волне. Они будут их отключать что-то. У них какой-то выключатель у всех собак дневной. И они все дрыхнут. Кто-то на машинах, кто-то на повозке вон спит. Притом на солнце. Да, у собак сиеста. Или фиеста. Сиеста. У нас, в общем, в Джодхпуре полный тур-гайд по кафешкам. Вот это кафе на фоне моего любимого находится, и тату-салона, где я хожу татуировку сделать. Посмотрим, что у них тут интересного. На удивление, мой телефон хорошо снимает в темноте. Сегодня много фитнеса. Мама отправила в форт, сама не пошла. Ой, как здесь красиво. Ого. Такой прям... Так, никого нет. У всех сиеста. О, у них фолк-мьюзик. 7 p.m. Смотри, Битлсы всякие. Боб Марли. О, это их пластинки же какие-то, видимо, старые. Хоу. У меня такое ощущение, что кофе мы здесь не заполучим. Ну, хотя место такое. Я не знаю, чем люди занимаются. Говорят, сейчас высокий сезон туристический, но людей просто нет. Ой, ты что там? Падаешь аккуратно. Hello. И опа. Такое кафе, а кофе нет, мы расстроены. Идем вниз. Ты сегодня точно уже калорий 1000 скинул. For information for the travelers that Jodhpur have is hostel. It's the best hostel all around India you can find anywhere in each city. Not everywhere, but in some kind of famous place and not too much famous, but still famous you can find. Классно, здесь можно реально весь день гулять. И не нагуляешься. Это в форте, да? Ничего себе. Вот туда я залезла, туда, с другой стороны. Идем на какой-то руфтоп. Как уютненько.
Не хочет отвечать на мой вопрос. Говорит, сначала поднимитесь и посмотрите. Фитнес-день. Ах, красиво. Hello. В здание вышли, в другое здание зашли, тоже кафе. Urban Federation Project. А, вот они что хотят. Да. Что? This is rooftop, right? Ну, пойдем. Короче, спустя сколько-то там кафе мы наконец-то нашли. Вот, они действительно, мы только говорили о том, что не хотелось бы, чтобы город менялся, потому что приезжают туристы, они тут какой-то проект забабахали. Renovation of Jodhpur. Типа хотят все изменить. Во-во-во-во. Слушай, Индия отвечает на все вопросы опять. Только мы говорили, 1359 год, когда Рао Джода нашел город и начал строить Мирангар форт. Так, что-то еще происходило. Происходило, я не могу быстро переводить. 30 лет войны, свободы, закончилось. Так. Надо будет это все в процессе. И вот 2016. Restore the former glory. Понятно, это в 2016 кафе открылись. Old Wooden Gates какой-то, сити-бутик. Это какой-то бутик-отель, что ли? Вот как найти отель? Мы через какие-то дворы лезли. Вот, смотри, это тоже... Смотри-ка, ого, подойди туда. Нифига себе. Ёшкины коты, блин. Смотри. Вот это мы зашли, блин. Ну вот я говорю, надо гулять без карты, ребята. You need to walk without map. In this way you will find the best of the city. The beauty, real beauty. Прикупили ароматов. Жасмин. Кстати, я не уверена, что у них там жасминное дерево росло. Йога-мужчина нас заверил, что ароматы натуральные из растений, которые произрастают в саду у них здесь. Это жасмин, пахнет просто невероятно. Ощущение, что я где-то в японских садах. И, кстати, ощущение детства, потому что на Смоне, помнишь, по-моему, жасмин рос. Реклама. А это, что это? Сандал? Там что написано? Я, честно говоря, в восторге, потому что давно не ощущала настолько качественных, настолько глубоких запахов. А еще мы сделали медитацию, аромамедитацию, на которой я чуть не заплакала. О. Улиц целый день он здесь спал. Вечером началось. Ему надо было напастись энергией. Так, ООО. Называется место Blue Turban. Синий тюрбан, типа. The Zostel is also here? This is Zostel, or not? This is my favorite hostel in India. Вау! Наконец-то я еще здесь побывала. Хоть могу знать, как он здесь выглядит. It should be good place because of many people are traveling and they prefer to stay in the hostel, so the up. Что ты за голос такой? Hello. Ну да, выглядит прикольно. Только солнце сейчас. Пожелание загадать. Нормально загадать. Загадала? Точно? Song for you. Давай. Happy birthday.
курицу с рисом и греческим салатом. That is the start of music here. A lovely part of Rajasthani people when they are making turbans. Я на каждой свадьбе постоянно пытаюсь снять, как они тюрбаны завязывают, но я стесняюсь. А нет, это другие какие-то. Я думаю, это те же типа пришли. Короче, история в том, что я говорила о том, что мне нравится только два направления музыки, это суфи и раджастани. Оказалось, что это отдельная каста в Раджастане, которая поет, она пела еще для махараджей, то есть это музыканты. И дело в том, что их каста все они мусульмане. И интересный факт в том, что они идут из рода суфиев, то есть суфи это ответвление мусульман. И почему меня так это влечет, я удивлена, потому что я говорю, вот мне нравилось два направления суфи и раджастани мьюзик, и оказалось, что все это сходится к одному.